Новгород. О нем мы поговорим, так сказать, более подробно, потому что в одних учебниках его почти не упоминают, а в других дается идеализированная картина Новгорода как альтернативы такой деспотической Москве, чуть ли не, сказать, такой не республиканский строй. Вот давайте посмотрим, что такое был Новгород. Он расположен на берегу реки Волхов, неподалеку от ее истока из озера Ильмень. И река Волхов делит Новгород на... Кто бывал в Новгороде? Очень рекомендую всем. Делит на две стороны. Торговую, восточную, и Софийскую, западную. Новгород также, запишите, пожалуйста, вот эту организацию Новгорода. Она во многих отношениях сыграла очень большую роль, потому что, забегая вперед, новгородская верхушка сумела все социальные конфликты перевести в конфликты территориальные между концами и улицами по принципу «наших бьют». То есть начиналось выступлением низов против бояр, а заканчивалось мордобоем на мосту через Волхов по принципу «улица на улицу, конец на конец». Значит, Новгород делится также на 5 концов. Основное ядро огромной новгородской территории делилось на 5 земель, которые с середины 15 века назывались пятинами. Новгородская территория расширялась преимущественно за счет военно-промышленной колонизации. Промышленной не от слова промышленность, а от слова промысел. Ударной силой колонизации было новгородское войско и такие разбойники. Кто знает, как назывались новгородские полуразбойники, которые ходили, например, в Пермскую землю, грабили или облагали данью местное население, тащили оттуда меха. Как они назывались? Подсказка. Название происходит от длинной лодки с таким носом. Ушкуй – это лодка, а назывались они ушкуйниками. И вот если вы вспомните старый фильм «Александр Невский», кто смотрел Александр Невский старый фильм? Вот там Васька Буслаев, чтобы понравиться, так сказать, девушке, говорит, у него топор в руке, и он говорит: хотел я было на Волгу пойти, топоришком побаловаться. Так вот, топоришком побаловаться на Волгу ходили ушкуйники. Причем они так ходили, что в конце XIV века они разорили столицу Золотой Орды. Примерно так 1003 их было, и они разорили столицу Золотой Орды. Правда, в другом месте они перепились и их там порубили, но это не важно, столицу-то они разорили. И вот ушкуйники были вот этой ударной силой, которая и обеспечивала вместе с новгородским войском приток мехов, дани. Это такая новгородская версия викингов, только если викинги мочалили Западную Европу, эти ребята действовали вот в Пермском крае. Более того, ушкуйники и новгородцы не только ходили в Пермскую землю, но они переваливали и за камень, камень с большой буквы. Что называлось камнем вот в эти времена? Перевалить за камень. Это куда пойти? Камнем с большой буквы назывались Уральские горы. Вот пойти за камень, это было вообще дело чести, доблести и геройства. Значит, сельское хозяйство, естественно, в новгородской земле сельское хозяйство было довольно скудным. Возделывалась озимая рожь, пшеница. То есть в XI-XII веках появился трехпольный севооборот, трехполка, но она не вытеснила всего остального. Главное, конечно, чем занимались новгородцы, это торговля. И нужно сказать, что Новгород был интегрирован не столько в русские земли, сколько был частью одной западноевропейской торговой системы региональной. По сути дела, Новгород был самым восточным ее форпостом. Как называлась эта система, этот союз торгово-купеческих городов западноевропейских, со столицей в городе Любек, который в течение нескольких столетий, в общем, командовал на Балтийском море и в северной части Западной Европы. Как назывался этот союз? Как называется немецкая авиапассажирская фирма? Люфтганза, Ганзейский союз. Так вот, Новгород был частью Ганзейского союза, и он был интегрирован, он ни в коем случае не был самостоятельным, и он не был такой русской моделью, которая противостоит Москве. Он был частью ганзейской модели. И главными внешнеторговыми партнерами на Западе были Готланд, Дания и город Любек.
Основные статьи экспорта – пушнина, воск, строевой лес, смола, китовое и моржовое сало. Ну, ввозили все, что сами не умели делать. Сами не умели делать многое. Металлические изделия, вина, сукна тонкие. Территориально-административная организация Новгорода. Значит, эта организация была тесно связана с военной. Новгород составлял 1000 вооруженный полк. То есть весь Новгород это 1000, ну там больше было, как правило, но считалось 1000 вооруженный полк. Командовал им Тысяцкий. 1000 делилось на сотни с выбранным соцким человеком. В военное время сотни это был рекрутский округ, а в мирное время милиция или полиция, как угодно, скорее милиция. Сотня делилась на улицы, каждая из которых представляла собой самоуправляющийся местный мир. Это называлось уличанская организация. Но помимо уличанской организации была еще одна территориальная организация. Дело в том, что Новгород состоял из 5 крупных единиц. Они назывались концами. По-видимому, концы – это очень древние поселения, которые когда-то объединились в Новгород, но различия между ними остались. И вот эта организация называлась Кончанской организацией. То есть в Новгороде был нахлёст 2 территориальных организаций, который очень усложнял ситуацию, но облегчал верхушки управления социальными и манипуляцию социальными процессами. Организация эта называлась Уличанско-Кончанская. Значит, Кончанская организация рядом с Уличанской. Причем Кончанская система сохранилась даже после того, как Новгород вошел в состав Москвы. Главным властным органом Новгорода было Вече. Вече созывалось тогда, когда в этом возникала необходимость. Его могла созвать группа горожан. Выходит группа горожан и говорит: требуем созыва Вече. Мог князь, мог посадник. Компетенция Веча была всеобъемлющей. То есть, можно сказать так, не было ничего, что ограничивало компетенцию Веча. Она была безграничной. Вопросы войны и мира, приглашение и изгнание князя, потому что князь приглашался как военный вождь. Вече не было боярским органом, вот это, пожалуйста, отметьте. Но именно бояре задавали там тон, потому что они могли купить горлопанов, которые, так сказать, орали то, что от них требовалось. То есть Вече это была постоянная борьба. С одной стороны боярства и князя, с другой стороны боярских родов между собой, и с третьих всей этой верхушки и низовки. То есть это было такое мобили ин мобилис, подвижное в подвижном. Нередко Вече заканчивалась дракой. Иногда очень такой, так сказать, суровый, когда забивали баграми и топили в проруби. Но чаще всего просто сталкивали в воду. Запишите, пожалуйста, одну вещь, которую нужно просто записать и подчеркнуть. Специфика Новгорода заключалась не в том, что там было Вече, а в том, что была создана система избираемых и сменяемых по воле Веча должностных лиц. Система выборных должностей, по сути, поглотившая княжескую власть. Исполнительными органами Веча были 2 выборных сановника – посадник и Тысяцкий. Пока они занимали свои должности, их называли степенными, а когда они оставляли должность, их называли старыми. Ну, то есть, как в Соединенных Штатах, человек был губернатором, но его всю жизнь называют, даже когда он закончил свой срок, господин губернатор. Так вот, их называли старым посадником, старым Тысяцким, и они сохраняли свое влияние. Вот на вопрос о том, чем различались эти 2 ведомства, ответить трудно. Их трудно разграничить. Но можно сказать так, что посадник в большей степени занимался гражданскими делами, а Тысяцкий – военно-полицейскими. Но в то же время, во время походов, посадник руководил войском вместе с князем, то есть вроде комиссара при нем. Значит, посадник в большей степени занимался гражданскими делами, а Тысяцкий – военными, но жесткой грани не было. Формально посадник в X-XI веках ставился князем,
Однако с 20-х годов XII века эта должность стала выборной. Тысяцкий появляется в конце XII века. По-видимому, возникновение этого института связано с борьбой старейшего боярства с представителями богатых небоярских групп. Потому что, запишите, пожалуйста, первоначально Тысяцкая противостояла посадничеству. Посадник осуществлял республиканский контроль над князем и боярством, а Тысяцкий контролировал остальные слои свободного населения, не относящиеся к боярству, и первоначально он выражал интересы этих слоев. Это очень напоминает ситуацию в Древнем Риме до середины III века. Если вы помните, в Древнем Риме были консулы и трибуны. Консул выбирался из патрициев, а трибун из плебеев. Потом, с конца уже III века до нашей эры, патриции тоже начали становиться трибунами. Более того, сначала нужно стать трибуном, пройти практику, потом ты станешь консулом. То же самое произошло в Новгороде. Сначала посадническое и Тысяцкое противостояло друг другу. Тысяцкий как представитель богатых небоярских семей, но впоследствии по мере слияния олигархического, богатых просто групп и боярских, сначала нужно было стать Тысяцким, и это открывало дорогу к посадничеству. Вече решало вопросы, но готовило вопросы учреждение, которое назывался Совет Господ, иногда Совет Господы. Совет Господ. Совет состоял, запишите, пожалуйста, из княжеского наместника, из действующих посадника и Тысяцкого, из старых посадников и Тысяцких, ну и из старост, кончанских, соцких. Все эти члены этого совета назывались боярами. Теперь давайте посмотрим, какую роль играл князь. Новгородцы всегда называли себя «мы мужи вольные», но без князя обходиться они не считали возможным. Он был прежде всего военачальником, и новгородцы приглашали, как правило, воинственных князей. Мстислав Храбрый, Мстислав Удалой, Александр Невский. Здесь было противоречие. Удалые князья, сильные люди, когда приходили в Новгород, они пытались каждый раз новгородцев нагнуть. И новгородцы им тут же указывали на дверь по принципу «а поди-ка ты домой, лицо свое умой». Поэтому, с одной стороны, они тащили к себе сильных князей и тут же вступали с ними в конфликт. В середине XII века за вечем было утверждено право изгнания князей. То есть князя можно выгнать. Неравенство князя и веча особенно проявлялось в сфере ведения войн и вообще внешних отношений. Князь давал присягу. Он давал присягу, да, Новгород называл себя господин Великий Новгород. Князь давал присягу, заключал формальный договор. Договор заключался бессрочно, но он мог быть в любой момент расторгнут. Новгород делал все, чтобы князь со своей дружиной не вошел глубоко в новгородскую жизнь. Князь должен был проживать за чертой города. Он не имел права жить в черте города. Он жил на городище. Он и его люди не имели права принимать кого-то из новгородцев в личную зависимость. И самое главное, они не имели права приобретать земельную собственность в пределах господина Великого Новгорода. То есть к князю было отношение: мальчик почистил обувь, вот тебе пятачок, будь свободен. То есть князь стоял как бы около Новгорода. Более того, в XIII-XIV веках князь вообще становится символической фигурой, его оттесняют даже от управления войском. Войском стали руководить посадник и Тысяцкий. Даже великий князь не возглавлял новгородскую администрацию. Князь не мог судить без посадника. И особенно укрепилась власть посадника при вот тех людях, о которых мы говорили, особенно о Степане Твердиславиче, Твердиславе Михалковиче и Степане Твердиславиче. Мелочной регламентации подвергались даже княжеские промыслы. Например, в 1271 году князя Ярослава изгнали за злоупотребление охотой. Охотился не там, где положено, пошел вон. То есть контроль был очень жестким. Дань князь получал не от Новгорода, а из определенной земли, откуда ему было положено получать дань. Московские князья
уже с конца XIV века пытались установить контроль над Новгородом. Но примерно полвека они никак не могли добиться успеха. В 1456 году был заключен Яжелбицкий мир, и новгородцы поцеловали крест не только князю, но и его сыну. То есть они признали не свои отношения с князем, а они признали династическую связь с московским княжеством. В 1471 году Новгород заключил грамоту о мире с Иваном Васильевичем, третьим, где Новгород покорно именует себя отчиной московских князей и клянется быть им верными. Но до этого произошли некоторые события, о которых я вам чуть позже расскажу. Церковь в роли Новгорода. Особое место в жизни Новгорода занимал епископ или архиепископ Новгорода и Пскова. Поскольку князь был слаб, то общегородское значение епископа было велико. То есть епископ или архиепископ был политической фигурой номер один в Новгороде. Начиная с середины XII века, кандидат на архиепископскую кафедру избирался вечем и поставлялся митрополитом киевским. То есть вече избирает, а митрополит киевский утверждает. С конца XIII века установился следующий порядок избрания архиепископа. Это тоже новгородская особенность. Вече избирало 3 кандидатов, затем записки с их именами клали на престол в кафедральном соборе Святой Софии, и все решал жребий. То есть тоже такая очень специфическая вещь. Специфической была и социальная структура Новгорода, по поводу которой далеко не все ясно до сих пор. Значит, привилегированная социальная группа – боярство. Оно было сильно своими клановыми связями. Бояре не платили податей. Духовенство, которое было очень тесно связано с торговлей. Ну, это вообще черта русского духовенства. Она, так сказать, действительно связана с торговлей. И, наверное, вы знаете, что в 90-е годы наша церковь имела преференции, была освобождена от очень многих вещей, связанных с торговлей спиртными напитками и табачными изделиями. В этом отношении Новгородская церковь подала некий пример. Под юрисдикцией Новгородской церкви находились церковные люди, монастыри и церковь владели землей. Следующая группа – купцы. Это многочисленный и зажиточный слой. Из купцов выделялись гости. Гостями назывались не те, кто приехал в Новгород. Вообще на Руси гостями назывались не те, кто приехал, а наоборот, те, кто торговал за рубежом. То есть гостиная сотня – это те купцы, которые вели заморскую торговлю, внешторг. Следующая группа – это неразрешенная загадка новгородской истории. Это так называемые житьи-люди. Это новгородско-псковская категория. И, в общем, поскольку новгородцы понимали, о чем идет речь, они, естественно, нигде не писали, что такое житьи-люди. То есть они не подумали о том, что потомки, историки, им будет интересно, а непонятно, кто такие были житьи-люди. Но, можно сказать, историки вычислили, что житьи-люди – это домовладельцы и землевладельцы средней руки. Купец, который приобретал землю, становился житьим человеком. То есть он начинал жить здесь. Но житьи-люди не могли занимать должностей посадника и тысяцкого. То есть у них, поскольку, видимо, это были люди пришлые. Ремесленники мастеровые составляли основную массу населения Новгорода. В XIII веке было около 50 ремесел. Цеховой организации не было. Вообще нужно сказать, что на Руси цеховой организации западноевропейского типа не было. Цеховая организация была чисто профессиональной, а не социальной. Ну и в Новгороде, вдобавок ко всему, цеховая организация вливалась в Уличанско-Кончанскую. Крестьяне-смерды – это те, кто платил дань, люди с ограниченной правоспособностью. Ну и холопы – это, по сути дела, рабы. По сути дела, рабы. Все население Новгорода делилось на старейших и молодейших. Старейшие – это верхи, и молодейшие – это низы. Социальная борьба. Конфликтов было очень много в истории Новгорода. Было много смут, причем многие из них были связаны с княжескими сменами. Было
борьба лучших и меньших, вот отметьте это, пожалуйста, старейших и молодейших, протекала, как правило, в форме клановой борьбы. Младшими людьми руководили, опять же, боярские кланы. И для понимания сути социальной истории Новгорода очень интересно новгородское уголовное право. Значит, мы помним, как в «Русской правде» решался вопрос, скажем, убили дружинника и, скажем, убили рядового горожанина. За кого, сказать, как решался этот вопрос? Ответственность где была больше, в каком случае? Убили дружинника. Значит, то есть, «Русская правда» это было объектоцентричное право, то есть все зависело от объекта преступления. Если объект преступления дружинник, ты платишь, условно говоря, там 40 гривен. Если так сказать, человек, который просто погулять вышел, там 5 гривен. То есть все зависит от объекта. И второй момент. Здесь, чем выше статус объекта, тем больше наказание. То есть, запишите, пожалуйста, по «Русской правде» преступление каралось тем суровее, чем выше было социальное положение потерпевшего. Новгородское право было диаметрально противоположным. Во-первых, в новгородских нормах уголовного права фигурируют не разные категории, а мужи и жены. Все. И запишите, пожалуйста, дальше. Новгородская судная грамота устанавливает градацию наказаний в зависимости не от объекта, а от субъекта посягательства. Причем, чем он богаче и знатнее, тем тяжелее его ответственность. Например, за грабеж с боярина взыскивалось 50 рублей, сжить его человека 20, а с молодшего 10. То есть, чем выше статус преступника, тем больше наказание. То есть, уголовное, государственное и процессуальное право Новгорода исходило из формального равноправия боярина и простолюдина. Как вы думаете, почему в Новгороде такая система была? А? Они что, вообще революционеры? Почему они пошли по пути, по которому не пошло ни одно из русских княжеств, где, в общем-то, все русские княжества следовали модели «Русской правды». Убил старшего человека, получи столько-то, убил молодшего, ну, значит, сказать, поменьше. Здесь все с точностью до наоборот. Как вы думаете, вот какой социальный смысл в этом? Ведь бессмысленные такие вещи не бывают. Это не значит, кстати, что с низами не расправлялись, если кто-то бросал очень серьезный вызов. В Новгороде очень часто просто, так сказать, таких людей убивали. Вам не какую-то практику не напоминает одного европейского города, где тоже было формальное равноправие, но где существовал институт наемных убийц, который решал целый ряд проблем, которые тоже, вот, так сказать, за демократическим фасадом существовала эта система. А кто читал роман Фенемора Купера «Браво»? «Браво» — это наемные убийцы в Венеции. Это третий том собрания сочинений зелененького Фенемора Купера. «Браво» — это убийцы в Венеции. То есть в Венеции олигархическая республика. И формально там старались соблюдать некие правила, но олигархия расправлялась со своими противниками внесудебным способом. Примерно то же самое имело место и в Новгороде. Но вопрос остается, почему в Новгороде была создана, какой социальный смысл был в том, чтобы создать систему, где старших наказывают больше, чем социально младших? Вот зачем это нужно было? Они что, мазохисты социальные? Для того, чтобы показать, что добровольность даже... Ну, показали. И дальше что? Ну, возможно, меньше социальных слоев это Нет. Князь, вот, давайте, нет. Это отношение верхов и низов в этой зоне. Вот смотрите, главная социальная цель вот этой вещи какая была? Не допустить социального конфликта внутри Новгорода. Почему новгородцам, новгородской верхушке нужен был социальный мир внутри Новгорода? И что позволяло вообще держаться за социальный мир? Ну, во-первых, социальный мир нужен был, потому что Новгород был
уязвим со стороны, прежде всего, Москвы, Орды, и нужно, чтобы здесь была внутри тишина. Кроме того, эту тишину, добавок ко всему, позволяли торговые доходы. В этом отношении Новгород похож на киевскую историю до середины XI века, поскольку богатство идет не за счет угнетения своих, а приходит извне. И чтобы этот приход ничто не омрачало, нужно, чтобы у нас было единство, при том, что была олигархическая система, но формально должен был быть вот такой фасад. Все остальные проблемы решались с помощью наемных убийц или выпускания социального пара. Значит, еще одна вещь, связанная с Новгородом. Значит, новгородская верхушка сумела создать такую систему властной технологии, когда любой социальный конфликт, борьба низов против верхов, она автоматически превращалась в схватку одного конца с другим, а еще чаще одной улицы с другой. То есть конфликт боярина, скажем, с представителем низа с другой улицы, боярины всегда свои поддерживали. То есть любой социальный конфликт новгородская верхушка превращала в территориальный. И этому тоже способствовала вот эта система новгородского права. То есть новгородская верхушка выстроила очень интересную технологию власти, которая могла работать только в торговом городе, в Новгороде. Она ни в коем случае не могла распространяться на земледельческую зону Руси. Вот отметьте, вот запомните самое главное по Новгороду, особенность его права, потому что это ключ ко всему остальному. Дальше с помощью вот этого факта вскрывается вся социальная история Новгорода. Особенность права, оно субъектоцентричное и в пользу молодших людей. И вторая вещь – это превращение любого социального конфликта или классового в территориальный.